Сегодня 1 июля 2025 года, и мы с вами идем на один из самых популярных и, как по мне, самых хороших пляжей Одессы. Всем большой привет из морской красотки Одессы. И сразу рестораны предлагают взять с собой чай, кофе, лимонад, мохито, пиво. Что еще нужно для хорошего отдыха? Я думаю, сразу можно показать вам ориентировочно цены на блюда, которые можно съесть рядом с морем. Это ресторан «Зебра». Здесь есть даже грузинская кухня. Хачапури 400 грамм 265 гривен. Пицца гавайская 220 гривен. Цезарь 275 гривен. Примерно такие цены. Салаты от 200 гривен. Даже вареники можно съесть 130 гривен за порцию. Удобно. Кстати, сейчас в последнее время в ресторанах вот такие вот QR-коды. А здесь даже есть нормальное меню, на котором можно посмотреть блюда. Удобно. А там видно, какой с ресторана вид. Шикарный, на море открывается. Ну, а мы идем дальше, потому что мы идем на пляж. Так, вижу, что уже сразу нас встречают одесские сувениры. Можно купить круги, матрасы. Цен не вижу. 550 гривен такой матрас. Есть такой по 400 однотонный. А круги вот детские по 200 гривен, по 250 гривен. И вот такой большой за 600 гривен. Кто-то загорает на пляже, кто-то, посмотрите, занимается спортом, несмотря на то, что достаточно жарко на солнце. Обещают, что в Украину идет настоящая жара, и в Одессе на следующих выходных может быть до 37 градусов. Но сегодня у нас не так уже и жарко. У нас всего лишь, 25, да? Так, сразу говорим, что сейчас на берегу Черного моря все время очень ветрено. Поэтому обязательно с собой берите защиту, потому что будете быстро сгорать. Не только ветрено, еще солнце да, шмалит. И солнце шмалит, ветер дует, песок метет. Это ситуация на сегодня, на 1 июня. Июля. Июля. Сейчас мы только спустились на пляж. И более детально начнем вам все показывать. Ну и первое, смотрите, что нас встречает. Это, конечно же, табличка с тем, что здесь и есть укрытие, потому что это сейчас очень важно. Было плохое настроение, приезжаешь на море, все как рукой снимает, сразу появляется какая-то жизнерадостность и энтузиазм. Здесь местная достопримечательность, здесь огромный пляж, и просто посреди пляжа растет дерево. Я даже не представляю, как оно здесь выжило, но тем не менее оно есть. Только под ним людей. Все стараются посидеть в тенечке, но мы хотим немного позагорать. Так, нет приятнее ничего, чем идти по теплому, мягкому, чистому одесскому песочку. И смотрите, какой он здесь волшебный. Ну что, будем как настоящие пляжники. И похвастаюсь еще раз, кто не видел, какое полотенце у меня есть с Минни Маус. Я сказала с Микки Маус в одних из видео, но это оговорка. Я знаю, что это Минни Маус. Постелиться не сильно получается, ветер раздувает. Ой, наконец-то вырвались на пляж. Мы уже давно не были так, чтобы позагорать. Давай, Ирина. Чем мне нравится еще этот пляж? Тем, что он достаточно просторный. И даже если на нем много людей, из-за своей ширины, здесь каждый найдет все равно для себя место. Видите, здесь есть частные пляжи. И есть городские бесплатные. И вот этот городской бесплатный пляж. Но мы и частный вам покажем. Сейчас пойдем ближе к морю. Посмотрим водичку, потрогаем ее. И дальше уже будем делать обзор. Так, люди покупают кукурузу горячую, едят. Сейчас спросим, здравствуйте, извините, а почем кукуруза? По 120, да? По 120 сейчас здесь кукурузу продают на пляже. Будете как раз в курсе цен. Водорослей немного к нам прибило.
Смотрите, какой ветер, просто все разлетается. У нас последние 2 недели ветер просто всех сбивает с ног. Посмотрите, никто не может даже постелить себе подстилку. Эти водоросли, это моя слабость, я их просто ненавижу. Особенно, когда они плавают в воде и неприятно касаются кожи. Но видите, люди себя пересиливают и все равно идут плавать. Я пытаюсь найти какой-то чистый проход, чтобы просто дойти до воды и измерить ее температуру. Не везде такая трава, не подумайте, просто ближе к пирсу ее туда принесло. Здесь уже и людей побольше. Все легли сегодня ближе к воде. Ой, я прошла еще немного дальше, и посмотрите, какая здесь водичка, кристально чисто. Слушайте, вода в море реально потеплела. И даже такой комфортной температуры, что я тоже могла бы немного поплавать. Сейчас измеряем, какая же ее температура. Я решила пойти немного глубже, измерить температуру воды, потому что там совсем мелко. Так, подождем. Ребята развлекаются на пирсе. Все прыгают в воду. Ребята развлекаются, прыгают с пирса. Это постоянное развлечение в Одессе на пляже. Я стою в воде и даже не замерзаю. Слушайте, она реально стала очень и очень теплой. Могла бы сказать, что я сегодня открыла купальный сезон, но я стою только по косточку в воде и сегодня не решилась пока окунуться. Но вы знаете, вот стою пару минут и вода действительно теплая. Сейчас посмотрим, сколько градусов. Ух ты! Вода действительно потеплела. Так, мы вроде бы смотрели, наш градусник показывает все правильно. И вода в море сейчас 24 градуса. Все, теперь вы точно можете приезжать в Одессу. Есть здесь на пляже и вот такой вот пляжик. Сейчас с вами пойдем и посмотрим, какие здесь цены и как здесь отдыхают люди. Ой, здесь есть тенечек. Все выложено деревом, выложено плиточкой. И из-за тени не так горячо ходить. Ой, класс, посмотрите, какая прелесть. Здесь есть пляжный бар, поэтому люди могут на диванчиках с комфортом что-то выпить и перекусить. Раньше летом только в некоторых пляжах в Одессе ставили пальмы, а сейчас практически на всех пляжах частных есть пальмы, и они добавляют своеобразной экзотики. И всегда говорю, что когда попадаешь в заведение с пальмами, всегда кажется, что ты где-то в какой-то экзотической стране. Смотрите, пляжное кафе здесь сделано навес в форме паруса. Очень красиво смотрится. Сейчас посмотрим, какие здесь цены. Конечно, здесь можно выпить прохладительные напитки, и самое главное, есть такое бумажное меню, на котором видны цены, и можете с ними примерно ознакомиться. Видео можно поставить на паузу для того, чтобы рассмотреть, что здесь и почем. Это напитки, а с другой стороны я вам сейчас покажу кухню. И что самое главное? Самое главное, что здесь можно выпить холодное вкусное пиво. Ну, бар это бар, а мы сейчас с вами прогуляемся и посмотрим, как отдыхают на платном пляже. Вот так вот. Здесь зонт, проход, шезлонги, шатры. Здравствуйте. А можно узнать, в какой цену шезлонги? 200 гривен на человека. 200 гривен на человека? 300, да. Ага, и зонтиком 300. Так, спасибо. Люди любят комфортный отдых в Одессе. И большинство покупает себе шезлонги. Вот здесь свободный доступ к морю. Кто-то покупает отдых на шезлонге, кто-то просто приходит отдохнуть на песке. Вот мы с мамой вышли на обычный пляж, бесплатный. Обошли все кругом. Так, как это быть в Одессе на пляже с пирсом и по нему не пройтись?
Вот уже пришли местные рыбаки. Сейчас, ну, еще никто ничего не словил, пока только попытки. А так было бы очень интересно посмотреть на улов. Ой, мужчина поймал рыбку. Класс. Сейчас мы посмотрим, какую. Нет, еще никого не поймали, мне показалось. Вот видите, как рыбаки ловят рыбку. Посмотрите, на пирсе видно, какая чистая сейчас вода, и водоросли только у самого берега. Поэтому нужно как-то пересилить себя и переступить их там в начале, но зато дальше можно насладиться чистотой Черного моря. Хоп! Вот так вот все прыгают. Знаете, так жарко на пляже. В городе как-то прохладнее. На пляже прям шмалит солнце. И хочется действительно вот так вот вместе со всеми попрыгать. Так вот проходишь, а от кукурузки остались только кочаны. А вот ребята снова появились. Думаю, нужно сегодня заглянуть и в Мористеллу, показать вам цены, ну и как там можно отдохнуть. Так, самое интересное, что я не вижу Иру. Она сливается где-то с песком. Мы по сравнению с тем, какого цвета деситы, совсем белые. Пользуются популярностью, как всегда, мороженое, горячая кукуруза и холодное пиво. Сейчас сделаем обзорчик, почем пиво в таких маленьких пляжных кафешках. Так, здесь продается все, что нужно для пляжного отдыха. Маски, матрасы, парео даже, круги. О, вижу кукуруза. Здравствуйте, а в какую цену кукуруза? По 100 гривен. Кукуруза на 10-й фонтана, спасибо. Посмотрите, еще важная составляющая каждого пляжа в Одессе — это пахлава медовая, и здесь она по 60 гривен. Ой, посмотрите, какой здесь ассортимент. Здесь можно приобрести тараньку, даже рачки и креветки. Это, наверное, цена за 100 грамм, да? Угу. Цена на вес 100 грамм, вот креветки покрупнее и рачки помельче, но зато они наши. Так, есть льдин. И вот еще такая таранька. Так, а здесь цены на пиво примерно за пол-литра 70-80 гривен. Есть квас, фраголина и лимонад. А для тех, кто любит что-то покрепче, есть здесь вино. И говорят, что вкусное. Несколько кафешек здесь есть, в принципе. Люди, видите, пьют холодное пиво, ну а я снова увидела пахлаву, и здесь она тоже по 60 гривен, и даже рядом есть вафельные трубочки со сгущенкой по 25 гривен. Знаете, такой маршрут. Поел, пошел, позагорал, попляжился, вернулся, выпил чего-то прохладного и снова пошел немного попляжился. Ну, каково это быть на одесском пляже и не съесть горячую вкусную кукурузу? Ирина? Тоже открываем сезон. Ничего не видим, что снимаем. Такое солнце жгучее. Спасибо. Вот такая одесская кукурузка вкусная. Мы еще в этом году не ели. Поэтому вместе с вами... Молодая. Какая молодая. Сладкая. Класс. Подснимает? Наверное, снимаю. Кто за границей, одесситы, все помнят этот вкус. Не забывается такое никогда. Сейчас нам позавидуют. Класс. Кукуруза сейчас на базарах, сколько мы видели на привозе? До 50 гривен? Нет, это была мелкая. Крупная 70. Староватая. Такая по 70. Так что на пляже по 100. Очень даже нормальная цена. Зато горячая и свежая. Очень вкусно сварили. Вкусно это, правда? Сейчас вам наглядно покажу, какой здесь на 10-й фонтана песок. Похвалю этот пляж. Вообще считаю пляжи на фонтане очень классные. Ну, посмотрите, практически как на Мальдивах. Да, Ир?
Посмотрите, какая прелесть. И чисто. Большой плюс людям, что здесь еще нет мусора. Волейбол. Мы снимаем видео со штатива. Ребята заметили, тоже захотели сняться в нашем видео. Ребята, вас не было видно. Поэтому... А как ваш канал? На позитиве. Мы на по телеку покажем? Покажем. На позитиве, ребята. Вы из Одессы, да? Да. Вам нравится этот пляж? Да. Да, вы уже плавали в море? Да, конечно. Вода теплая? Да. Классно. Да. Что вы пожелаете зрителям со всего мира из Одессы? Денег и мира. О, супер. Самое важное. Самое страшное после отдыха на одесских пляжах, на большинстве одесских пляжей, это нужно идти вверх по лестнице. Когда ты уже уставший, тебе приходится преодолевать такие препятствия. Пока Ира осталась на пляже, я решила пойти показать вам Маристеллу. Не знаю, получится у меня туда попасть или нет, но думаю, это будет интересно. Покажу вам, какие цены на отдых на пляжике в Маристелле с комфортом и с хорошим видом. Ветер какой, посмотрите. Эти пальмы несчастные трясет просто во все стороны. А вот здесь вход в пляжный комплекс Маристелла. Хотелось бы зайти на него взглянуть. Лесенки здесь везде такие. Ой, слушайте, здесь есть TRX. TRX — это специальные спортивные такие штучки, на которых можно потренироваться. Считайте, что спортзал под открытым небом. И вот здесь, посмотрите, какие шезлонги с видом на море. Вот мы с вами и Маристеллу заодно посетили. Класс. Здесь люди и в отеле приезжают отдохнуть, и понежиться под одесскими солнечными лучами. Шезлонги в Маристелле сейчас 500 гривен за один шезлонг. Видите, здесь есть и зонты, поэтому есть где точно спрятаться от солнышка. Так, мне сказали, что в Маристелле 2 больших бассейна и 1 детский. Один большой первый мы уже увидели. И сейчас пойдем посмотрим на детский. Здесь большая территория, и я даже немного запуталась. Все украшено цветами. И, видите, поливают, ухаживают, чтобы все было красиво. Вижу, здесь территория для детей есть. Ага, вижу бассейн, только не знаю, как туда попасть. Ага, вижу ступеньки. Сейчас посмотрим. Вот, собственно, и большой бассейн. И, конечно, здесь есть пляжный бар, который, как всегда, пользуется популярностью. А вот, собственно, третий бассейн, который поменьше, и я так понимаю, что он детский. Вижу много номеров открытых, то есть люди потихоньку съезжаются в Одессу отдыхать. Классно. Прогнозируют, что в этом году будет замечательный курортный сезон, на что мы всех ждем. Главное, чтобы было тихо и безопасно. Я решила пройти немного от Маристеллы и показать вам здание, которое у нас называют замок Гарри Поттера. Вот, потому что у него вид похож действительно на замок Гарри Поттера. Чуть больше года назад оно пострадало от обстрела, была разрушена крыша. Но видите, все отреставрировали, и теперь своим внешним видом он дальше притягивает взгляды прохожих, потому что таких зданий в Одессе больше нету. Уже иду, а посмотрите, просто под забором на пляже, на песке растет мальва. Я в шоке. Бедная, как она здесь выживает? Не знаю, но похоже, ей все нравится, потому что листы у нее зеленые, а цветов очень и очень много.
вот когда делают витрины в отелях или в магазинах такие, то всегда можно стоять со стороны и наблюдать, как каждая женщина идет и с собой любуется, либо поправляет себе прическу.